Друзья, добро пожаловать в Афины, в один из древнейших городов в нашем мире. Здесь зародились основы современной демократии, философии, математики, искусства и медицины. Этот город был домом для таких величайших умов, как Сократ, Платон, Софокл, Гомер и других известных личностей. Здесь были проведены первые в современной истории Олимпийские игры. Здесь же зародился Олимпийский комитет. Друзья, мы в городе, в котором в каждом здании, в каждой улочке оживает история. Так, сейчас надо добраться до отеля, положить багаж и идти гулять, знакомиться с ночной жизнью города. Путь из Патры в Афины занял 2,5 часа, и хотя я провел весь день на ногах, по старой привычке решил прогуляться до отеля пешком, чтобы полюбоваться ночным городом без прикрас. Однако дорога оказалась далеко не такой, как мне представлялось, и могла стать последней в моем путешествии. Кто бы мог подумать, что в Афинах существует район с неофициальным названием «Черный квадрат», и мой путь лежал через это место. Такое чувство, что я приехал не в столицу европейского государства, а в какой-то захудалый районный городок где-то в глубинке России. Главное, чтобы не пришлось использовать штатив в качестве дубинки. До гостиницы мне 3 километра, так что, думаю, обойдемся без метро и автобусов. С первых наблюдений здесь немноголюдно. Точнее сказать, я вообще ни одного человека не встретил на улице, только машины. Хотя сейчас не так уж и поздно, сейчас только 10 вечера. Я сейчас нахожусь в 1 километре от центра города. Вы просто посмотрите на эти развалины. Видимо, в Греции принято хранить не только античные руины, но и современные. Знакомство с культурной стороной Афин я начал с центральной площади города, расположенной напротив здания парламента. Здесь располагается здание парламента, у центрального входа в которое находится могила неизвестного солдата, у которой неусыпно несут свою службу эвзоны. Площадь Конституции или Синтагма – главная площадь Афин, где бурлит городская жизнь и которая появилась в середине 19 века после переноса столицы независимой Греции из Навплеона в Афины. Первым зданием на площади стал Королевский дворец, и она некоторое время носила название Дворцовой, служа местом для королевского газона, который королева Амалия Ольденбургская закрыла для афинян, используя воду из городских резервуаров для его полива. Это вызвало возмущение горожан и привело к вооруженному восстанию в сентябре 1843 года. К резиденции подкатили пушку, и перед лицом опасности Оттон I был вынужден принять первую греческую конституцию. Эвзоны – элитный отряд президентской гвардии, в который попасть достаточно сложно. Кандидат должен обладать привлекательной внешностью, выносливостью и ростом не менее 187 сантиметров. На первый взгляд привлекает внимание необычный наряд эвзонов. Шапочка с кисточкой, плессированная юбка, шерстяные чулки и ботинки с помпончиками. Интересно, что каждый элемент одежды имеет свое особое значение. Например, шапочка – фреон и юбка – фустанлам напоминают о борьбе греков с османским владычеством. Черная кисть на шапочке символизирует множество солдат, погибших в боях, а юбка с 400 складками олицетворяет каждый год турецкого ига. От площади Синтагма мы переходим к национальному саду. С этим местом связан очень интересный случай, который
повлиял на ход истории всей Греции. Национальный сад в Афинах площадью 16 гектаров является настоящим зеленым оазисом и был создан первой королевой независимой Греции Амалией Ольденбургской. Королева уделяла благоустройству сада не менее 3 часов в день и собственноручно посадила несколько пальм у входа, которые сейчас достигают 25 метров в высоту. В саду можно встретить около 500 видов растений, из которых не менее 100 видов являются исконно греческими, а остальные были завезены из разных стран. С этим садом связано одно из поворотных событий в греческой истории 20 века – смерть короля Александра I, произошедшая после укуса обезьяны во время прогулки по саду. Эта трагедия привела к смене политического руководства в стране и сокрушительному поражению греческой армии в Турции, что стало известно как Малоазийская катастрофа. От сада мы переходим к руинам римских бань. Греки тоже любили попариться в бане и о жизни с друзьями поговорить. Эти бани возвели римляне. Мыться в термальных источниках они переняли все равно у греков. Термы были оборудованы гардеробной, помещениями с сухим теплом различных температур, бассейном с холодной водой и зоной для массажа. Со временем они превратились в огромные комплексы, в которых находились спортивные залы, библиотеки, сады и комнаты для общения. Однако термы служили не только для купания. Здесь также происходили философские дискуссии, политические дебаты и обсуждались повседневные проблемы горожан. Возле римских бань стоит памятник Байрону. Заглянем к нему. Впервые лорд Байрон оказался в Греции в 1809 году, где он написал стихотворение афинской девушке и несколько глав «Странствия Чайльд Гарольда», которые принесли ему известность на родине. Как говорил сам Байрон, если меня считают поэтом, то своим талантом я обязан именно воздуху Греции. От горячо нами любимого Байрона. Кстати, кто читал, напишите в комментариях. Будет интересно с вами пообщаться. Мы переходим к следующей достопримечательности Афин – арке Адриана. Во времена правления римского императора Адриана Афины получили не только величественный храм Зевса Олимпийского, но и триумфальную арку. Адриан, будучи талантливым архитектором, увлеченным греческой культурой, построил множество значимых сооружений в Афинах, включая пантеон и библиотеку. В 131 году благодарные афиняне возвели в его честь триумфальную арку, выполненную из белого пантелейского мрамора, которая никогда не реставрировалась и сохранилась до наших дней в первозданном виде. От арки Адриана у нас прямая дорога к храму Зевса. Вход на территорию парка стоит 8 евро, поэтому я решил посмотреть на руины храма Зевса из-за забора. Камни есть камни, их отсюда хорошо видно. Главное, какая за этими камнями скрывается история. А это я вам сейчас и расскажу. Согласно преданию, храм Зевса Олимпийского, самый большой и грандиозный храм Греции, был построен в II веке на месте святилища Девкалина, сына Прометея и праотца греков. Строительство храма началось в VI веке до нашей эры по инициативе афинского правителя Писистрата, стремившегося возвести сооружение, которое превзошло бы по величию святилище Артемиды в Эфесе. Окончательный облик Олимпиона был сформирован во времена правления римского императора Адриана, спустя 650 лет после начала строительных работ. В III веке храм, как и весь город, был значительно поврежден враждебными племенами герулов, а спустя еще 2 столетия землетрясение довершило разрушение. Сегодня о его величии свидетельствует лишь 16 из первоначальных 104 колонн. От храма Зевса Олимпийского и арки Адриана переходим в район Плака. Из-за близости священного храма его еще часто называют районом богов. Здесь царят нищета, убожество, бедность, наркотики и проституция. Сцены, происходящие каждый день в историческом квартале города, напоминают фильмы ужасов.
Люди в рваной одежде лежат в странных позах на траве и асфальте. Наркоманы дрожащими руками с трудом пытаются вколоть свое зелье. А на улицах можно видеть не проституток, а жалкие пародии на людей. Афины очень интересный город. Тут наркоманов ночью больше, чем людей. Колятся прямо на улице. Как объяснить, что человеческое общество деградирует всего в нескольких сотнях метров от резиденции президента, Министерства здравоохранения и Департамента полиции? Чиновники, запертые в своих роскошных кабинетах, совершенно не беспокоятся о происходящем на улицах, несмотря на то, что избраны они были населением этого неблагополучного района Афин. Друзья, если есть ад, то его филиал в этом районе. Я никогда не видел столько наркоманов. Целый район. Одни наркоманы, они колятся на улице. Кстати, ко мне подъехал дилер и грамотно объяснил, что снимать здесь нельзя. Лучше вообще здесь не ходить. Не знаю, каким чудом, но меня пронесло. Улицы Лабиринты и домики в неоклассическом стиле Плака захватывают дух с первого взгляда. В древности этот район был центром афинской аристократии, но со временем его заполнили торговцы и виноделы, а окончательное переселение горожан состоялось в середине 20 века. Происхождение названия района остается загадкой. По одной из версий оно связано с местным диалектом и означает «старый город». В наши дни Плака считается уникальным районом Афин, где сохранились памятники всех эпох, от античности до начала 20 века. Римская агора, башня ветров, турецкие мечети и византийские храмы. Плака также является сердцем города, заполненным тавернами и кафе, где приятно сделать перерыв, наслаждаясь чашечкой кофе и традиционной выпечкой, вдали от городской суеты. В местных лавках можно купить от шлема греческого воина до античной статуи. А это Бретас, самый старый бар в Афинах. Недавно он отметил юбилей в 100 лет. А все начиналось с маленькой винокурни и магазинчика, который когда-то основал на этом самом месте Михайлис Вретас. Гуляя по старому городу, я вышел на улицу Дионисия Ареопагита. Это одна из красивейших улиц Афин. Тянется она от храма Зевса Олимпийского вдоль южного склона Акропольского холма. Улица Дионисия Ареопагита считается одной из самых красивых и посещаемых улиц Афин. Вдоль улицы расположены значимые достопримечательности, такие как музей Акрополя, театр и святилище Диониса, а также римский Одеон Герода Аттика. На улице Дионисия Ареопагита находится музей Акрополя. Он хранит экспонаты, найденные на вершине и склонах Акрополя со времен архаики и до правления римлян. Улица названа в честь Дионисия Ареопагита, первого епископа Афин, который принял христианство после учений апостола Павла и стал активно проповедовать христианство. Святой погиб от преследования римского императора Домициана в конце I века, а позже был канонизирован православной и католической церквями. Одеон Герода Аттика. К сожалению, он сейчас закрыт, поэтому будем снимать снаружи. Одеон Герода Аттика – одна из самых монументальных сцен под открытым небом в Афинах и самое молодое сооружение на Акропольском холме, построено в 165 году на средства философа и оратора Герода Аттика в память о его покойной супруге. Несмотря на блестящее положение в обществе, личная жизнь Герода Аттика складывалась не так безоблачно. Похоронив дочь, младшего сына и жену, он серьезно занялся благотворительностью. Поднимемся на холм, посмотрим, что там наверху. Наверху вход в Акрополь. Только он сейчас закрыт. Завтра с 8 часов welcome. А я сейчас вышел к холму Ареопаг. На этом холме, по преданию, олимпийцы судили бога войны Ареса за убийство сына Посейдона. Отсюда его второе название – холм Ареса.
В римскую эпоху функции ареопага были расширены, и Совет архонтов старейшин стал заниматься новыми вопросами, включая фальшивомонетничество и религию. Кроме того, именно на этом холме предстал перед судом философ Сократ, обвиненный в развращении молодежи и приговоренный к смертной казни. В древности здесь проходили собрания старейшин и слушались уголовные дела. На этом же холме перед афинянами выступал апостол Павел, который проповедовал христианство. Провожаем закат на холме Ареопаг с прекрасным видом на Афину. Проводили закат, теперь можно прогуляться по улочкам вечернего старого города. Не успев посетить Акропольский холм с его знаменитыми памятниками, я решил остаться еще на день, чтобы лучше изучить город, а также познакомиться с его ночной жизнью. В Монастыраке ночная жизнь просто кипит. Немножко передохну, поем мороженого в очень интересном кафе, украшенном в стиле Хэллоуин. Находился я на площади Амония. С одной стороны цивилизованный центр, а с другой стороны Черный квадрат. Это основные достопримечательности города, около 1 километра пешком. Возле входа в гостиницу сидит охрана и проверяет каждого, кто входит. Видать, ребята из Черного квадрата с той стороны улицы частенько сюда заглядывают. Отель меня приятно удивил. Во-первых, шикарный сервис, чистые номера. Цена 70 евро за ночь в центре Афин. Это очень классно. Завтрак здесь проходит на 9 этаже. Есть закрытый ресторан, есть открытый ресторан. С шикарным видом на центр города. Кстати, там стоят и джакузи. После завтрака можно пойти и окунуться. Сейчас завтракаем с прекрасным видом на Афины, а также встречаем рассвет. Встав пораньше, я взял курс на туристический маршрут в сторону Акропольского холма. Погода была чудесная, около 20 градусов тепла, солнечно, а день обещал быть насыщенным. Афины – один из старейших городов, сохранившихся до наших дней. На территории современной Греции существовало более 1000 городов-полисов, но именно Афины стали первым городом-государством, обладавшим мощным морским флотом, что делало его неприступным для соседей. Несмотря на свою многовековую историю, Афины стали столицей Греции лишь в 1834 году, после освобождения от Османского ига. Интересно, что на греческом языке название столицы употребляется только в единственном числе – Афина. Каждый квартал города имеет свой уникальный характер, от традиционного плака до делового синтагма. Город получил свое имя в честь богини мудрости и войны Афины. Согласно легенде, она соперничала с Посейдоном за право стать покровительницей города. Афина предложила жителям города оливковое дерево, в то время как Посейдон – соленую воду. В конечном итоге жители выбрали дар Афины, и она стала покровительницей города. Афины считаются колыбелью демократии, где около 3000 лет назад начали развиваться ораторское искусство и институт выборов. Интересно, что слово «идиот» происходит от греческого языка и изначально использовалось для обозначения человека, не интересующегося политикой. В 1896 году в Афинах прошли первые современные Олимпийские игры, в которых участвовали 246 спортсменов из 14 стран. Интересно, что в Древней Греции соревнования никогда не проводились в Афинах, а проходили в Олимпии. На Олимпиаде в 2004 году в Афинах парад спортсменов открывал знаменосец команды Греции, что символизировало возвращение Олимпийских игр на родину. Площадь Монастыраки, даже с утра здесь уже гуляет много людей. Отсюда хорошо начинать как утреннюю, так и вечернюю прогулку.
потому что сзади меня находятся улицы, которые полны баров, ресторанов, клубов и других увеселительных заведений. А передо мной Акропольский холм. В 20 шагах от площади Монастыраки находится библиотека Адриана. Император Адриан, оказывавший особое внимание Афинам, инициировал создание библиотеки в 132 году, стремясь обеспечить горожанам тихое место для отдыха и раздумий в центре города, недалеко от рынка. Эта библиотека не только хранила более 16 тысяч рукописей, но включала лекционный зал и комнаты для переводов, украшенные позолотой, мрамором, картинами и скульптурами. Идем дальше. Здесь недалеко находится церковь святых апостолов. Очень интересное здание. Церковь святых апостолов – одна из древнейших христианских святынь города. Она была возведена во второй половине X века, и в отличие от других строений Афинской агоры, церковь дошла до наших дней практически без изменений. В основании церкви лежит нехарактерный для Греции четырехлепестковый план. Еще одно необычное архитектурное решение – двойные окна в барабане купола, довольно редкие для церковного зодчества. Немного свернул с туристической тропы. Люблю открывать новые места. Откуда ни возьмись, на моем пути встал античный забор. Ну что, сделаем его. Наконец-то залез. Пожилые леди помогли мне. От церкви святых апостолов двигаюсь дальше, на Акропольский холм. Какие достопримечательности я встречу по дороге, пока не знаю, но все буду снимать. На нашем пути лежит очень интересная достопримечательность. Тюрьма Сократа. Ну что, зайдем к мудрецу-сидельцу. Друзья и ученики ежедневно навещали заключенного. Некоторые предлагали подкупить стражу и организовать побег. Однако философ был неумолим и отказался от свободы, оставив потомкам крылатую фразу: «Закон суров, но это закон». В день казни, подчинившись приговору суда, Сократ добровольно принял яд в присутствии учеников. Эта мера наказания распространялась только на свободных граждан Афин, чем и воспользовался философ. Вот здесь томился великий философ. Его обвинили в неуважении к богам и развращении молодежи. Не уважал чувства верующих. Со времен Сократа у нас ничего не изменилось. На пути у нас православный храм, в котором сейчас идет служба. Наконец-то взял холм Мусейон к юго-западу от Акрополя. Отсюда открывается шикарный вид на весь город. Также здесь стоит памятник римскому консулу Филопапу. Новое название холм получил благодаря памятнику Филопапу, последнему принцу небольшого царства Комагена, которое было поглощено Римом. Он жил в столице империи, занимая высокие должности, пока недовольные римляне не сослали его в Афины, где этот опальный принц и консул потратил часть своего значительного состояния на благоустройство города и завоевал такую любовь афинян, что они возвели ему памятник на самой высокой точке тогдашней городской черты. На нижнем ярусе памятника изображен Филопапа в качестве римского консула, а на втором он же вместе со своим любимым дедом, сирийским царем Антиохом IV Эпифаном. Филопапос по-гречески означает «дедолюбивый». Отсюда видно не только набережную Афин, но и близлежащие острова. Нашел еще одну локацию на холме Мусейон, откуда открывается вообще самый лучший вид на Акрополь. Видите, как полезно иногда отклоняться от маршрута. Спускаясь с холма Мусейон, я решил присесть немножко отдохнуть, подышать чистым горным воздухом и побыть немножко вдалеке от полчищ туристов, которые сейчас штурмуют Акропольский холм. Сейчас я у подножия Акропольского холма. Здесь стоят много автобусов. Видимо, отсюда туристы начинают свою экскурсию. Стоя в очереди к Акропольскому холму, познакомился с женщинами из Ирландии. И они мне подарили входной билет. Видите, как полезно
иногда общаться с людьми, которые вас окружают. Наконец получилось пройти очередь, и сейчас я поднимаюсь на Акропольский холм. Сегодня мне повезло, я прошел сюда бесплатно. В обычные дни вход стоит 20 евро. Этот холм был священным во все времена существования Афин. Первые постройки появились здесь еще в 16 веке до нашей эры. В те времена этот холм назывался Кекропия или Кепрос в честь первого афинского царя. Почти все сохранившиеся постройки на Акрополе были возведены в период правления Перикла, который продлился с 443 по 429 год до нашей эры и считается золотым веком Афин. Масштабное строительство, затеянное Периклом, не только ликвидировало в городе безработицу, но и дало невиданный импульс развитию культуры, искусства и науки. Сейчас посмотрим на Одеон Герода Аттика, но уже с другой стороны, с холма. Сегодня после реконструкции мраморной облицовки Одеон используется в качестве одной из главных сценических площадок города, где с июня по сентябрь проходит ежегодный Афинский фестиваль искусств, на котором выступают известные артисты и коллективы. Вот на той вершине я был полчаса назад. Короче, с самого утра хожу по холмам. Но после сопок Камчатки это просто детская прогулка. Перед входом на вершину Акропольского холма перед нами стоят пропилеи. Парадный вход был возведен в V веке до нашей эры по проекту древнегреческого архитектора Мнесикла. Пропилеи стали прообразом римских триумфальных арок, выстроенных во многих городах Европы, а также одного из главных символов Берлина – Бранденбургских ворот. Первое, что мы видим за пропилеями, это величественный и самый выдающийся памятник Акрополя – Парфенон. Парфенон возвели после греко-римских войн при Перикле в период между 447 и 438 годами до нашей эры. Благодаря архитекторам Иктину и Калликрату Парфенон стал одним из самых монументальных храмов того времени. В конструкции Парфенона отсутствуют прямые линии. Пол в центре находится выше, чем по краям, стены имеют изогнутую форму, ступени имеют разную высоту, а колонны располагаются на различном расстоянии друг от друга и имеют разную ширину и наклон. Это все сделано специально для поправки на оптические иллюзии. Поэтому, стоя у Парфенона, любому смотрящему на храм, кажется, что он совершенен. Изюминкой храма являлась 11-метровая статуя Афины, выполненная из золота и слоновой кости на деревянном основании. В одной руке богиня держит Нику, а в другой – щит с изображением сцены войны с амазонками, известной как Амазономахия. Парфенон также выполнял функцию хранилища казны и государственного банка. В казну богини Афины на Акрополе поступали различные источники дохода. Драгоценные металлические сосуды, прибыль от принадлежащих богине земель, части военной добычи и 10-ю долю от серебряных рудников. Эти поступления складывались в значительную сумму, представляющую собой государственный фонд, который фактически находился под контролем государства, что позволяло назвать богиню своего рода банкиром. Несмотря на то, что собирать камни возле Парфенона запрещено, туристы продолжают пытаться унести их с собой на память. Чтобы предотвратить разрушение памятника, рабочие ночью разбрасывают вокруг куски обычного мрамора. До Парфенона главным храмом в Афинах на Акропольском холме считался Гекатомпедон. Сейчас от него остались только руины, которые находятся между Парфеноном и Эрехтейоном. Эрехтейон – второй по значимости храм на Акрополе после Парфенона. Но в отличие от Парфенона, куда могли ходить обычные люди, этот храм предназначался только для жрецов, которые проводили здесь обряды, связанные с поклонением богине Афине, богине мудрости, военной тактики и стратегии. С памятниками Акрополя покончено. Теперь надо спускаться с холма
и двигаться в сторону гостиницы. Кстати, мой поезд в Салоники отходит через 2,5 часа, так что надо ускоряться. По дороге в отель у подножья Акропольского холма я встретил Римскую агору. Агора – это базарная площадь на древнегреческих полисах, где проходили общегражданские собрания. Эти собрания также назывались агорами. Римская агора расположена к северу от Акрополя, примерно в 100 метрах к востоку от античной Афинской горы. Строительство ее началось в 27 году до нашей эры, в период владычества римлян, и продолжалось 15 лет за счет средств Октавиана Августа, хотя проект был задуман еще Юлием Цезарем в 51 году до нашей эры. По этой причине рынок также называют Агорой Цезаря и Августа. Пройдя весь запланированный маршрут, я почувствовал, что готов поближе познакомиться с греческой кухней. Перед дальней дорогой не помешает подкрепиться. Именно поэтому я зашел в одно из уличных греческих кафе. Первое блюдо – греческий салат. Сейчас будем пробовать. Вот и второе блюдо принесли. В принципе, можно было наесться одним салатом. Кто ж знал, что здесь блюда такие большие. Что делать? Будем кушать. Спасибо, было вкусно. Обед обошелся мне 20 евро. Большинство зданий в Афинах покрыты непонятными рисунками. О чем это нам говорит? Какой вывод мы можем сделать и о стране, и об обществе в целом? А давайте обратимся к теории разбитых окон. Суть теории разбитых окон заключается в том, что окружающая среда, в которой игнорируются мелкие правонарушения, такие как разбрасывание мусора или рисование граффити, способствует более свободному отношению людей к правилам и законам. Когда люди видят, что правила нарушаются и никто на это не реагирует, они начинают действовать в своих интересах, думая, если другим это разрешено, то и я могу. Хотя современные ученые считают, что борьба с мелкими правонарушениями вряд ли снизит уровень насильственных преступлений в несколько раз, она может способствовать общему снижению преступности. Таким образом, хотя теория разбитых окон не является универсальным решением проблемы городских преступлений, она помогает лучше понять некоторые аспекты человеческого поведения. В будущем устранение мелких правонарушений может склонить людей к более сознательному поведению, ограничивая даже мысли о возможности совершения таких действий. На первый взгляд, безобидный рисунок, но с этих рисунков и начинается разруха в стране. Потом повальная наркомания и деградация общества. Спросите у китайцев. Они не понаслышке знают, каким бедам приводит опиум. Особенно, когда на нем сидит 25% населения твоей страны. Не допускайте, друзья, мелких преступлений и хулиганства, чтобы потом не расхлебывать большие беды. Начните со своего подъезда. У меня оставалось около 2 часов до автобуса, и я решил доехать до станции на метро. Итак, проезд стоит здесь 1,2 евро. Это поездка на 90 минут. Кстати, билет не выкидывайте, он еще пригодится при выходе. До автовокзала от станции метро 1,5 километра. Ну что, закончим тем, с чего начали. Погнали, пешочком пройдемся. Я уже видел современный центр, старый город, античный город, Черный квадрат. Теперь пришло время посмотреть на обычный спальный район в Афинах. Кстати, граффити здесь практически нет. Дальше наш путь лежал во второй по значимости город Греции – Салоники. Впереди меня ждало еще много открытий в этой прекрасной стране.